Я попробовала сделать простую, но очень красивую сумочку, всего лишь за полчаса. Сделаю такую сумку каждый, так как вяжется она только руками из пряжи из готовых петель Alize Puffy. На одну сумку мне хватило всего лишь одного мотка, 100 грамм, 9 метров. Беру пряжу и разрываю или разрезаю первую петлю, чтобы остался кончик. Проверяю, чтобы следующая петля хорошо держалась, и начинаю делать цепочку из воздушных петель. Вторую петлю продеваю в первую, затем следующую в ту, что осталось. Так, продевая одну петлю в другую, нужно набрать цепочку из 12 воздушных петель. Вот такая косичка получилась у меня. Далее за боковые стенки этой косички мне нужно вытянуть новые петли. За каждую такую боковую стенку по одной петле с одной и другой стороны. У меня осталась одна открытая петля, поэтому начинаем со второй боковой стенки косички. Берем новую петлю с рабочей нити и таким образом вытягиваем. И далее продолжаю так до конца ряда продевать и вытягивать все петли на себя. Продев все петли до конца ряда, я немножко их так поправляю, чтобы они полностью проделись. Проверяю, чтобы все петли были на месте, всего 12 петель с одной стороны. Далее я разворачиваюсь и продеваю точно так же еще 12 петель с другой стороны. За вот эти же боковые стенки косички. И всего у меня получится 24 петли по кругу. Закончив вторую сторону, также петли немножко поправляю, чтобы они полностью проделись. И так мы вытянули петли для первого ряда, в которые дальше продолжим вязать. Все очень просто. От места, куда продели последнюю петлю, продолжаем вязать. Только уже продеваем новые петли не за боковые стенки косички, а в имеющиеся открытые петли. Так провязывается узор лицевые петли, и им мы будем вязать всю свою сумку. Вот что должно получаться. И так продолжаем по кругу, продеваем во все 24 петли. Я проделала все петли по кругу, и вот такой получился мой первый ряд. Во втором ряду повторяем и делаем то же самое. В имеющиеся открытые петли продеваем новые петли с рабочей нити, также 24 петли в ряду. И это принцип вязания всей основы сумки. Я продолжу так вязать высоту, нужное мне количество рядов. Вот уже готов мой второй ряд, и далее, как я и говорила, продолжаю. По кругу продеваю по 24 петли в каждом ряду, всего 7 рядов. По этому принципу можно связать сумку побольше или поменьше, или вообще сделать шопер. Если нужна более большая сумка, вначале набирайте более длинную цепочку из воздушных петель и вяжите больше рядов вверх. Но уже может понадобиться и больше пряжи. Я провязала все 7 рядов для основы сумки, 7 рядов с закрытыми петлями, оставшиеся открытые это уже как 8 ряд. И такая основа для маленькой сумочки у меня получилась. Далее рабочую нить отрезаю, оставляя одну открытую петлю. Затем эту петлю также разрезаю, чтобы остался кончик. И начиная от следующей петли после кончика, оставшиеся открытые петли закрываю. По принципу цепочки из воздушных петель продеваю одну петлю в другую. И у меня также получится вот такая красивая косичка. Закрываю так все петли до конца ряда. Последние 2 петли также продеваю одну в другую и в оставшуюся вывожу кончик. Затем, чтобы свою косичку красиво закончить и соединить, продеваю кончик за обе стенки первой закрытой петли, затягиваю и затем продеваю за обе стенки последней закрытой петли. И после этого оставляю кончик на изнанке. Там его можно спрятать в вязание и пришить тонкой ниткой. Вот так аккуратно и симпатично все получилось. Дальше будем делать ручку. Берем пряжу, что у нас осталось, и также разрезаем или разрываем первую петлю, чтобы остался кончик. Нам нужно найти боковую часть сумки. По начальной косичке, где у нас сейчас дно, смотрю, чтобы найти середину нашей боковой части. От этого места беру 2 петли в одну сторону и 2 петли в другую, так как я хочу сделать ручку всего из 4 петель. И за обе стенки верхней косички продеваю новую петлю с рабочей нити. Так же, как мы вязали основной узор, продеваем петлю, вытягивая на себя. И так вытягиваем 4 новые петли для первого ряда ручки. И далее в эти имеющиеся открытые петли будем вязать также лицевые петли, только уже не по кругу, а поворотными рядами. Я хочу сделать вариант с более короткой ручкой, но если хватает пряжи, можно сделать и длиннее. Я провязала свой первый ряд и далее разворачиваюсь и продолжаю вязать лицевые петли, только уже в другую сторону. Всего для своей ручки я хочу провязать 12 таких рядов. Тут вы также можете экспериментировать и сделать ручку более толстую или тонкую. Я взяла 4 петли для ручки для ширины, но можно взять и больше или меньше. Я провязала все свои 12 рядов, и далее ручку нужно соединить уже с другой стороны. Также нахожу середину боковой части, отсчитываю 2 петли в одну сторону и 2 в другую. И оставшиеся свои 4 открытые петли от ручки продеваю за обе стенки верхней косички, только уже от себя. Вытягиваю петли, чтобы они были на изнанке.
Далее поворачиваю так ручку, чтобы эти открытые петли на изнанке закрыть и тем самым зафиксировать ручку. Отрезаю рабочую нить, оставляю одну петлю, ее разрезаю, чтобы остался кончик. И теперь иду в начало ряда, где нет кончика, и закрываю петли. Также продевая одну петлю в другую, чтобы получалась косичка. В оставшуюся открытую петлю продеваю кончик, затем вывожу его на изнанку и там пришиваю. Если есть еще какие-то кончики, также прячем и пришиваем, и готова наша сумочка. Очень быстро, просто и красиво. И из одного мотка у меня осталось еще довольно много пряжи, так что даже из одного мотка можно сумочку сделать чуть побольше и ручку длиннее. Я своим результатом очень довольна. Для того, чтобы сделать уже полноценную сумочку, лучше, конечно, будет добавить подкладку и какой-то замочек. Так как без подкладки, если носить что-то тяжелое, она вот так вот вытягивается, ну или если что-то очень мелкое, может выпасть через вот эти петельки. Для подкладки можно сделать такой тканевой мешочек размером как основа сумки и пришить внутрь. Я уже делилась этим мастер-классом в ТикТоке, и только посмотрите, сколько фотоотзывов мне уже прислали. Вязали как взрослые, так и дети. Все сумочки очень красивые и разные, вы уже экспериментировали с цветами, с размерами, даже рисунками и фурнитурой. А вот так, кстати, узор смотрится на изнаночной стороне, тоже очень красиво. Еще можно попробовать сделать из более мелких петель Alize Puffy Fine, как в этом примере. Ну а многих уже просто не остановить и сказали, что идут скупать всю пряжу. И делать много сумочек себе и подружкам. А как вам такая сумочка? Сделайте себе такую.